Всем большой привет! Чтобы научиться играть на барабанах, лучше начать с простых, но полезных с точки зрения драминга песен в различных популярных стилях. В итоге, если вы разучите хотя бы 5 песен в разных стилях, то вы уже будете многое знать и уметь. В этом выпуске разберем известный сингл знаменитой американской группы Guns N' Roses «Don't Cry». Песня медленная, поэтому программа для замедления треков Transcribe, о которой мы говорили в первом выпуске разборов, нам вряд ли понадобится. Партию барабанов на студийной версии исполнил Matt Sorum. И поскольку классические рок-музыканты работают в основном без метронома, эта песня тоже звучит не под клик. Ее темп в разных версиях колеблется от 124 ударов до 132 ударов в минуту. Итак, игра барабанов начинается с нехитрого брейка, который, кстати, и дальше будет звучать перед каждым куплетом. Попробуйте попасть в этот брейк максимально точно, чтобы затем поточнее попасть в крэш вместе с бочкой. Я специально фокусирую на этом внимание, потому что далеко не у каждого такие места сразу хорошо получаются. Как правило, начинающие играют такие моменты раньше времени, и это заметно портит общую картину. Считайте про себя мелкими длительностями, тогда все получится. Дальше сразу идет основной бит. Барабанная партия этой песни не содержит никаких головоломок или технически сложных моментов. Это просто красивая музыка, которую надо сыграть в нужном характере и не испортить. Главная задача для начинающего барабанщика в таких медленных вещах – это не загнать темп. В таком лирическом роке нужно очень спокойно и взвешенно играть основной бит, чтобы бочка и малый барабан не спешили с ударами. Старайтесь максимально синхронизировать бочку и малый барабан с игрой своей ведущей руки. Это поможет сохранить темп. В 15-м такте первого куплета слышны 2 удара по томам, затем удар в крэш с бочкой. Звучит просто, но прикольно. Сыграйте и вы так же. Дальше идет припев, в котором основной бит немного меняется. И вместо хэта играется тарелка райт. Для разнообразия аранжировки появляются небольшие однотипные заполнения в конце каждого 4-го такта квадрата. Эти заполнения по томам тоже надо играть без суеты. Иначе, как я уже говорил, первая доля бочки с крэшем прозвучит раньше времени, что крайне нежелательно. И опять знакомый нам брейк перед вторым куплетом. Во втором куплете вы услышите, как барабанщик добавляет 8-е ноты на хай-хете. И это придает некое развитие звучанию всей аранжировки в целом. Иногда чисто по вкусу здесь применяется открытый хэт. Это красиво звучит и нужно для звукового разнообразия партии барабанов. Если вам нужно играть эту песню в группе, то обратите внимание на конец второго куплета, где к 16-тактовому квадрату прибавляется 17-й такт, в
котором есть заполнение. В результате получается более эмоциональный подход ко второму припеву. Напомню, что в этой серии разборов барабанных партий я стараюсь показать, как я сам подхожу к разборам песен, чтобы потом играть их в группе. Хочу не просто показать, как я играю, но и объяснить сам принцип работы со звуковым и нотным материалом. После второго припева есть заполнение, которое подводит нас к гитарному проигрышу. Делаем плавное усиление звука, это называется крещендо. Затем вы спокойно аккомпанируете 16 тактов в гитарном проигрыше. И опять тот же самый брейк перед третьим куплетом. Еще важно сыграть триольные заполнения при переходе к третьему припеву. И что же нам делать, если у нас нет второго навесного тома? Конечно же, спокойно играть на том, что есть. На ютубе вы легко найдете примеры исполнения этой песни кавер-группами. И вы увидите, что все барабанщики играют немного по-своему. Значит, и вы тоже можете вносить что-то свое. Если вы услышали, расшифровали какое-то интересное место, пропойте его, имитируя звук барабанов. И решите для себя, какой аппликатурой вам удобно все это сыграть и по каким инструментам. Третий припев является кодой песни. Концовка немного необычная, но красивая. Если вы не собираетесь писать себе шпаргалку, то вам все-таки придется запомнить эту музыку, попеть вместе с вокалистом, почувствовать, как звучат эти аккорды, одновременно представляя свою игру на барабанах. Тогда все получится. Don't you cry, don't you cry tonight. Don't you cry tonight. Oh, my baby. Don't you cry. Don't you cry tonight. Don't you cry. Don't you cry tonight. Ну как-то примерно так. Вслух петь не обязательно. Набивайте про себя. Это лучший способ запомнить музыку. Надо учесть, что за время своего существования группа сменила нескольких барабанщиков, а песня «Don't Cry» так и осталась в репертуаре группы. Не факт, что и Мэтт Сором всегда играл одинаково свою партию, нота в ноту, как на записи. Поэтому в концертных версиях этой песни бывали разные варианты вступления, немного другие заполнения по томам и другая кода. Если сравнить студийную запись песни и запись той же самой песни с живого концерта, вы найдете немало отличий, и не только в партии барабанов. Одним словом, все это рок-н-ролл. И это не только музыкальный стиль, но и образ жизни. Поэтому не стоит искать здесь чего-то постоянно правильного или идеального. Если вы учитесь играть на барабанах, и вам нравится медленный рок, то очень полезно просто поиграть под плюса таких же песен, как эта, копируя игру фирменных барабанщиков. Тогда вы проникнете стилем этой замечательной музыки и научитесь создавать своей игрой как раз то самое нужное настроение медленного рока. Не случайно фрагмент этой песни звучит в нашем третьем выпуске первого сезона. Учитесь снимать записи свою партию самостоятельно. Тренируйте свой слух, чтобы различить в музыке разные инструменты и не только барабаны. В этом и весь интерес, чтобы делать свою работу самому. Конечно, в этом деле могут помочь какие-то разборы песен с Ютуба. Но осваивать и запоминать свою партию все равно придется именно вам. И что же вы будете делать, если вообще нигде не найдете разбора нужной вам песни? Тема этого выпуска не ограничена одной песней. Во время разбора любой музыки мы приобретаем профессиональные навыки для игры не только конкретной партии барабанов, но и музыкальный опыт в широком смысле этого слова.
Нотный материал наших выпусков качайте, как всегда, бесплатно с нашего сайта. До новых встреч!